Все ученики по прибытию прошли в главный холл Хогвартса, на ступеньках которого их встретила замдиректора профессор Эмилия Блэквуд. Она жестом остановила всех приближающихся к ней учеников и после небольшой паузы сказала: «Приветствую вас в стенах Хогвартса, самой сильной школы магии на данный момент. За время обучения вы сможете как прославиться, так и разочароваться в учении, найти свою любовь или верного друга, приготовить эликсир удачи или угодить в смертельно опасное приключение. После того, как вы зайдете в зал торжеств, каждому из вас будет предоставлена возможность пройти ритуал распределения на факультеты с помощью распределительной шляпы. Шляпа, одетая на голову первокурсника, проанализировав ваш потенциал и способности, определяющие вашу личность, распределит вас к тому или иному факультету». После небольшой речи профессорка повела всех учеников в большой зал Хогвартса, где уже все было подготовлено к ужину, а все преподаватели и ученики, которые уже учились на своих факультетах, ждали начала церемонии распределения. Ариана увидела за толпой забегающих учеников несколько очень длинных столов, в центре которых стояли золотистого цвета столовые приборы, а с неба, как будто в помещении отсутствует крыша, сыпались листья, и только магическим образом они не долетали до сидящих за столами учеников. Магический потолок – то, что удивило ее больше всего, так как он отображал то настроение погоды, которое было снаружи замка. В голове зала стоял самый высокий стол, в центре которого, как выяснилось позже, сидел директор школы Роберт Локвуд, по правую и левую сторону которого расположились преподаватели школы. Немного на возвышенности, где стоял преподавательский стол, Ариана увидела деревянный темного цвета стул, на котором лежала остроносая шляпа, немного пожелтевшего от времени цвета, поля которой образовывали задумчивую физиономию, изредка меняющую ее зависимо от ситуации. Эмилия Блэквуд подошла к распределительной шляпе, взяв ее одной рукой за основание, а в другой руке ее появился небольшой список из фамилий учеников, которым предстоял нелегкий выбор, определяющий их дальнейшую судьбу в Хогвартсе, а возможно и во всем волшебном мире. Хочу объяснить правила распределения. После того, как я назову ваше имя и фамилию, вы подходите ко мне и садитесь на стул перед собой, после чего я надеваю вам на голову распределительную шляпу, а она выбирает вам подходящий факультет. Затем вы должны занять свое место за столом выбранного факультета. До начала распределения хочу представить вам необычную ученицу, которая, несмотря на все трудности ее жизни, хотя и не сразу, а спустя время пришла к нам в стены Хогвартса, которые, я уверена, станут ее вторым домом. Это Ариана Реддл. В зале ненадолго воцарилась тишина. Многих эта новость повергла в шок. Только поодинокие разговоры шепотом были слышны где-то за столами. Минутное молчание нарушил директор школы, разрядив обстановку единичным хлопком в ладони. Тем самым поддержал юную Реддл, после чего все начали ей аплодировать. «Надеюсь, вы сделаете правильный выбор». Началась церемония распределения. Ученики подходили к профессорке, когда слышали от нее свое имя, и шляпа после небольшой паузы и минуты их размышлений, а иногда и не успев дотронуться до головы будущего волшебника, выкрикивал название факультета. Каждый раз раздававшиеся бурные аплодисменты сопровождали первогодок до места за соответствующий столом с однокурсниками факультет. Ариана Реддл, пробежавшись взглядом по большинству волшебников, находящихся в зале, и пытаясь уловить их реакцию на произнесенное профессоркой имя наследницы Темного Лорда, она продолжила: «Прошу вас пройти для распределения». Ариана, услышав свое имя, немного начала нервничать. Было понятно, что исход распределения предрешен, но она, как простой обыватель, купивший раз в месяц лотерейный билетик в честь зарплаты, сгорала от небольшой доли сомнения. А вдруг сегодня именно тот день, когда все будет по-другому? Пройдя несколько шагов и поднявшись на возвышенность, она заметила, что даже те ученики и преподаватели, которые обычно не акцентируют свое внимание на обыденную церемонию, внимательно наблюдали за происходящим. Только присев на стул, как на ее темно-каштановую голову, профессорка надела остроносую шляпу, и та, недолго думая, начала размышлять вслух. Большой талант, явная внутренняя принадлежность к темной магии, но доброе сердце. Как по мне, выбор очевиден. Слизерин. Довольно редкий случай, когда после объявления были весьма тихие аплодисменты, сопровождающие небольшим удивлением и едва заметной долей страха в глазах у товарищей по факультету Арианы. В то же время у директора был весьма умиротворенный взгляд, ведь он понимал, что прямой потомок Салазара Слизерина не мог попасть в другой факультет, и, немного улыбнувшись, уловив взгляд младшей Реддл, когда она занимала свое место на лаве у обеденного стола, одобрительно кивнул. Директор после окончания распределения, выдержав небольшую паузу, выдал небольшой спич. «Мы живем в интересное время. Время перемен и новых имен. Каждый может как разрушить этот мир, так и собрать его по кусочкам. Главное, чтобы в нужный момент вы смогли сделать правильный выбор.
уравняв на чаше весов свои амбиции и страхи, своей любовью и здравым смыслом. Ведь попытаясь вернуть то, что мы когда-нибудь потеряли, можно потерять намного больше. И, посмотрев на Ариану, он закончил. Эмилия представила всем новых преподавателей и объявила о начале праздничного ужина. В момент на столах появилось немерено самых вкусных блюд, а зал начали кошмарить призраки замка, время от времени пугая первогодок. За вкусным обедом все на время забыли, что Слизерин пополнился еще одним из Редлов, что одновременно завораживало и пугало.